Готовим 3 простых и вкусных салата из любимой пекинской капусты. Хоть на каждый день, хоть на праздничный стол. Если интересно, продолжайте смотреть. Среди моей тройки салатов из пекинской капусты будет новый, яркий салат с крабовыми палочками. Мой любимый, с куриным филе и хрустящим беконом, а также очень вкусный салат, с которым во время съемки у меня были приключения. Обязательно об этом расскажу, а пока советую поставить лайк, чтобы сохранить себе это видео на будущее, и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Список ингредиентов к рецептам в конце каждой части и в описании. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Салаты – наше все для пищевого разнообразия. И пекинская капуста в этом плане ингредиент просто волшебный. Она нежная по текстуре и нейтральная по вкусу. Под настроению можно использовать только нежные части листочка или же только хрустящие. Или не заморачиваться и использовать все вместе. Кроме того, она прекрасно сочетается с любыми ингредиентами, поэтому можно не бояться, экспериментировать и быть уверенным, что получится очень вкусно. Ссылку на видео с салатами из обычной капусты я оставлю в описании к этому видео. Там же я оставлю ссылки на большую подборку моих салатных заправок. Вас ждет целых 12 рецептов. Первый на очереди новый салат с крабовыми палочками и пекинской капустой. Невероятно яркий и готовится без майонеза. Для него возьмите 300 граммов капусты, у меня это половина кочана, 250 граммов крабовых палочек, 1 сладкий желтый перец, 150 граммов замороженного горошка и 1 красную луковицу. У нее мягкий вкус. Для заправки возьмите 3 столовые ложки жирного йогурта или сметаны, 2 чайные ложки французской горчицы, а также соль и перец. Приготовьте заправку. Для этого смешайте жирный йогурт или сметану, если используете, с горчицей. Приправьте солью, перцем по вкусу и тщательно перемешайте. В случае со сметаной используйте маложирную, около 15%, жирный йогурт 8-10%. Замороженный горошек отправляйте в кипящую подсоленную воду и варите с момента закипания в течение минуты, после чего обдайте холодной водой и откиньте на сито. Приступаю к нарезанию капусты. Внешние листья я снимаю и нарежу их отдельно. Так будет удобнее. Обычно они крупнее и лохматее, так что я дополнительно разрезаю их вдоль. Нарезаю пекинскую капусту довольно крупно, продольными кусочками около 2 см толщиной. При этом самую нижнюю часть, кочерышку, срезаю, но совсем немного, 2-3 см, только чтобы убрать самую грубую часть. Разрежьте напополам очищенную красную луковицу и нарежьте ее тонкими полукольцами. Нарежьте очищенный сладкий перец. Разрежьте его на 4 части, а затем порубите крупной соломкой около 6-8 мм толщиной. К капусте отправляйте перец, лук и зеленый горошек. Нарежьте крабовые палочки. Каждую палочку разрежьте по ширине вдоль, а затем диагональной соломкой. Такие длинные кусочки будут хорошо работать с остальными ингредиентами, которые мы нарезаем примерно так же. Получится очень гармоничный, сбалансированный вкус на каждой вилке. Отправляйте крабовые палочки к овощам. Бережно перемешайте салат. Я делаю это руками. Это самый деликатный способ. Так капуста сохранит свежесть и хрусткость кусочков, и салат не получится клеклым. Если же руками для вас табу, мешайте ложкой, но делайте это аккуратно. Теперь добавьте в салат ранее приготовленную заправку и перемешайте до равномерного распределения. По ранее перемешанному салату она распределяется быстрее и салат не давится. Второй салат мой любимчик. Он сытный, очень пикантный, а кусочки хрустящего бекона – настоящая изюминка, придающая и аромат, и интересную текстуру. Для начала я отвариваю куриное филе, чтобы к моменту готовки это не отнимало время. Варю в подсоленной воде в течение 15 минут и даю филе остыть в бульоне. Потребуется 300 граммов пекинской капусты, 1 банка кукурузы, 1 куриное филе, 125 граммов бекона, 3-4 веточки петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка майонеза, 2 столовые ложки обычного йогурта, соль и перец. Приготовьте заправку. Для этого в майонез добавьте немного соли, перца и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте смесь. Майонез я использую домашний, ссылку на свои рецепты я оставлю в описании к этому видео. Добавьте к майонезу йогурт и перемешайте до однородности. Йогурт сделает заправку легче и жиже, но при этом она получится яркая по вкусу благодаря чесноку. Бекон поджарьте на сильно разогретой сковороде до румяного цвета с 2 сторон. Вытопившийся жир со сковороды вы затем сможете использовать для готовки. Не выливайте его.
а сам бекон выложите на бумажное полотенце и промокните кусочки сверху, чтобы сами ломтики получились очень хрустящими. Нарежьте пекинскую капусту. Как и в предыдущем рецепте, внешние листья я нарезаю отдельно, так как они крупнее и мясистее. Для этого салата нарезайте капусту более тонкими ломтиками, не больше сантиметра. Так они будут лучше сочетаться с куриным филе, которое мы не будем резать, а разделим на волокна. Нижнюю плотную часть капусты при нарезании срежьте. Отправляйте капусту в глубокую миску для смешивания. В капусту добавьте кукурузу, откинутую на сито. Разделите на волокна куриное филе и отправляйте его в салат. Такие ломтики отлично распределятся по салату и не будут выбиваться из общего текстурного ансамбля. Посмотрите, какие по размеру кусочки получились. Порубите петрушку. Плотные веточки я срезала, а листочки порубила мелко. На свой вкус можете порубить зелень более крупно. Теперь нарежьте хрустящий бекон. Нарежьте его квадратиками размером около 1,5 см. При этом я складываю бекон стопочкой, чтобы нарезать было удобнее. Бекон и петрушку отправляйте в салат. Перемешайте салат руками для равномерного распределения всех ингредиентов между собой. Опять-таки, не хочется руками, мешайте так, как привычно вам. Отправляйте в салат заправку и перемешайте до равномерного распределения. Заправка к этому времени успела немного настояться и стать насыщеннее, а поэтому салат получается очень ароматным. Пришло время приготовить третий салат, который я очень люблю. Это по сути отличный обед, в котором и сытное мясо, и вкусные овощи, а также яркая сезонная заправка. Для него возьмите 300 граммов пекинской капусты, 250-300 граммов говядины, примерно столько же очищенной тыквы, горсть клюквы, которая придаст приятную кислинку, 3 столовые ложки простого йогурта, 1 столовую ложку меда, горсть тыквенных семечек, а также соль и перец. Также потребуется немного растительного масла. Нарежьте тыкву ломтиками толщиной 4-5 мм. У меня небольшая мускатная тыква, она сладковатая и ароматная. С ней отлично будет сочетаться заправка с клюквой и насыщенный вкус говядины. Посолите мясо. Я солю щедро с одной стороны, а затем распределю специи. Также добавьте соль и к тыкве. Приправьте мясо и тыкву перцем. Полейте маслом мясо и добавьте немного к тыкве. Мясо хорошенько обмажьте маслом, перевернув кусочек и смазав его и со второй стороны. Распределите масло по тыкве, чтобы ни один ломтик не остался без внимания. Так тыква во время обжарки получится равномерно румяной. Очень сильно разогрейте сковороду, а я буду жарить мясо и овощи в гриле. Отправляйте обжариваться сперва мясо. Куску такой толщины в гриле будет достаточно 2 минут. На сковороде же готовьте его по 1,5-2 минуты с двух сторон, после чего снимите, накройте фольгой и дайте отдохнуть. У меня же во время приготовления мяса пожарная сигнализация была так поражена вкусным ароматом, что внезапно завопила. А я, нервно распахивая окна и устраивая сквозняк, не сняла мясо и передержала его. Оно получилось не таким вот розовеньким, но продолжаем. Теперь нужно обжарить тыкву. Делаю это тоже в гриле и готовлю в течение 3 минут. На сковороде на это уйдет 5-6 минут. Готовые ломтики тыквы должны быть мягкими, но не слишком. Они должны по-прежнему держать форму. Пришло время приготовить заправку. Всыпьте в небольшую миску горсть клюквы и раздавите ягоды вилкой. Добавьте к клюкве соль, перец и ложку меда. Перемешайте. Если какая-то ягодка не раздавится, ничего страшного. Так текстура будет интереснее. Отправляйте получившуюся клюквенную массу к йогурту и перемешайте заправку. Крупно нарежьте пекинскую капусту, кусочки должны быть около 3 см, и лучше использовать молодую, небольшую по размеру капусту, в которой больше тоненьких кучерявых листочков. Нарежьте ломтиками толщиной около 4-5 мм мясо. Соберите салат, получится 2 порции. Уложите на тарелке пекинскую капусту, сверху разложите ломтики тыквы. Сверху выложите мясо и полейте его соусом с клюквой. Для красоты посыпьте салат несколькими ягодками клюквы, а для хрустящей текстуры тыквенными семечками. Какой же из этих 3 салатов вам понравился больше всего? Напишите об этом в комментариях. Также поставьте лайк, если ролик пришелся вам по душе, и подписывайтесь на мой канал, если вы еще на него не подписаны.
Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».